Вітаю вас! Сегодняшняя история полезная и интересная одновременно. Я расскажу вам, как сделать компост из листьев и немножко волшебная история из моей жизни. Возможно, она кому-то поможет. Рада вас приветствовать на своем канале. Давайте мечтать вместе. Я сегодня подготовилась. У вас еще листья есть? Кто бежит? Листья есть? У нас как раз опадают листья. В прошлом году я попробовала один эксперимент. В этом хочу рассказать и вам. Как легко, быстро, просто сделать компост из листьев. В прошлом году я попробовала. И у меня даже получилось. Только, правда, я немножко совсем сделала. И использовала его при посадке роз, при посадке растений, мульчировала. Но его получилось мало. В этом году я подготовилась так основательно. Взяла уже 3 мешка. Хотя надо больше. Как раз падает листики. Сегодня вообще день такой хороший. Сейчас расскажу вам, как это просто и быстро сделать. Так, ну для начала нам, конечно, надо собрать листья. Листья желательно с фруктовых деревьев. С дуба нельзя, в лесу где-то. И с ореха тем более. Там много дубильных веществ. И они вам компост будут компостировать много лет. Да и вообще он не полезный, этот компост. Дальше, значит, мы взяли лейку с водой. Вот тут немножко я уже собрала. Сейчас погребем вот эти. Ну, я погребу, а для вас это займет всего несколько секунд. Землю надо. Вот я в горшке тут с грядки принесла, чтобы вам показать, как и что. Тут у нас растут 2 черешни. Большого урожая с них мы еще не видели. Но в ожидании. Вишня. Вот эти листья с вишни. Смородина. Ну и дальше там сливы, абрикосы. Сад еще молодой. Поэтому деревья такие небольшие. Скажете, что сильно близко посажены. У меня тут своя метода. Я их и стригу, деревья, по 2,5 и по 2 метра расстояния. Так, ну мы сейчас про компост. Кстати, вот эту граблю, это про мотивацию хочу вам рассказать. Я купила, когда еще мы жили в квартире. Она старенькая такая, видите? И у нас из земли нашей был только гараж, возле которого 1,5 квадратных метра земли. А про дом я мечтала давным-давно. Так вот, я купила граблю. Пусть все и смеялись. Зачем тебе грабля? У тебя нету ни сада, ни дачи, ни огорода, даже ничего. А я говорила, будет. Будет. Он уже где-то там запроектирован. Я просто жду удачного времени. Все надо мной посмеялись. Но прошло, скажем так, пару десятков лет. И все сбылось. И дом, и грабли эти мы сюда перевезли. Это про мотивацию, что если хотите чего-то очень сильно, купите, допустим, даже вот такие грабли для листьев, если у вас еще нету сада, и он обязательно появится. Так, мы отвлеклись. Вот я чуть пособирала, сейчас покажу вам, что делаем дальше. Дальше, значит, мы берем эти хорошие цветные листики и складываем очень плотно в мешок. Мешок у меня этот
из-под коры. Тут кое-где у меня дырочки такие уже. Но это как раз то, что нам и надо. Можно брать большие мусорные мешки. Можно складывать какие-то большие бадьи, если вам не жалко. Но в мешках проще по одной причине, что их можно легко взять и переставить и туда, и сюда. Так, набиваем, значит, в мешок, плотно утрамбовываем и периодически досыпаем земли. Земля должна быть хорошая, черненькая такая. Так, земля и приминает, и будет служить нам двигателем нашего компостирования. И так делаем слоями, как блинный пирог. Листиков земли, листиков земли. Еще хорошо, если после дождя, чтобы листья были влажные. Тогда не надо будет ничего проливать водичкой. А если листья сухие, то вот я лейку приготовила, я немножко пролью. У нас дождь был позавчера, вчера немножко, как раз когда я там с розами воевала, укрывала и плетистые, и не плетистые. А сейчас сухо и хорошо. Но мы все делаем, да, как у нас получится. Так, добавляем сейчас еще листьев и еще землю. Можно купить какой-нибудь препарат для ускорения компостирования, но я вам по опыту скажу, что он не нужен. За зиму и половину весны, где-то к маю месяцу, тут уже все получится и без всяких биодобавок. Так, сейчас я доделаю все это и покажу вам, какой мешок у нас получился. Что мы будем делать дальше. Эва, ты так и ждала туда, чтобы засветиться. Нет, Мия. Вот, рассказываю, значит, набрала этот мешок. Вот что у нас получилось. Такое слоями. Листья желательно зеленое. Ничего не сыпать, потому что оно, в холодное время года хуже гниет. Если бы было лето, жара, можно и периодически так слоями добавлять зеленые листья. Сейчас лучше сухие. Мешок набрала, он что-то тяжелый получился, не совсем полный, так чтобы было удобно завязать его. Дальше сейчас расскажу, что дальше мы. Секретный ингредиент. О, надо со столика тут собрать. Вы малину там кушаете? Осталась еще малина у нас. Зола. Мы уже топим камин, потому что холодно. По чуть-чуть между слоями добавляйте золу. Так, я там на самом дне добавила и тут. Да будет еще сейчас чуть листьев и чуть земли. Зола — это калий. Это будет он такой вкусный, этот компост. Сам бы кушал ложкой. Дальше мы немножко водички нальем. У нас сегодня совсем так сухо. Подсохли эти листики. Так, а вот они тут мокрые. Эти соберем. Теперь берем бечевку нашу любимую. Я люблю вот такую, я вам уже рассказывала, мне как-то удобнее с ней, чем синтетической. Утрамбовываем сильно. Вот у меня не сильно еще оно туда давится. Но мешок тяжеленный, конечно, получился. Утрамбовываем и завязываем. Завязываем плотно.
кислород у нас вот сюда, в дырочки, где там пару дырочек, если есть у вас тоже вот таких, будет поступать водичка там. Так, и ставим его вместо, желательно, чтобы он не промерзал. Он тогда быстрее, конечно, у нас перегниет. Чем хороши мешки? Тем, что их можно туда поставил, сюда поставил. Сегодня на солнышке, завтра ветер где-то в уголочек туда. Я, наверное, в теплицу их отнесу позже, как можно дольше, чтобы он находился при температуре выше нуля. Процесс пойдет. И чтобы он не останавливался, точно отнесу в теплицу. Я думала, куда его поставить. Набью. Завтра еще мешочек. Послезавтра у нас еще вон сколько листьев на деревьях. Много листьев. Поэтому получится еще мешка 3 компоста. Чтобы наш температурный режим был на всех слоях одинаковый. Поэтому мы его будем переворачивать. Но зимой желательно тоже, чтобы он не на морозе где-то стоял. Может быть, его даже чем-то накрыть в углу, чтобы немножко теплее было. Какой там у вас регион, в зависимости. Весной уже можно, конечно, его на солнце выставлять. В общем, в апреле, в начале мая вы неожиданно удивитесь, когда эти мешки развяжете. Будет такая рыхлая, рассыпчатая. Но это не земля, а как перегной. Он из сухих листьев намного быстрее получается и лучше, чем из травы, веток. У нас там компостник. Не хочу показывать вам. 2-й год там процессы идут. Получается, но очень медленно, конечно. А весной он нам как нужен будет. И под деревья наши, под клубничку, под ягодки. Ой, пойду сейчас малину. Вот эту прямо сорву. Где она тут взялась? Малина наша, ничего себе. Сегодня на минуточку 28 октября. Вот такая погода чудная. Делайте вместе с нами компост, и ваши растения скажут спасибо. Весной розы расцветут, овощи нальются и дадут большой урожай. Все, всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много очень полезного и интересного. Все очень просто, если этого хотите. Я же купила грабли для листьев. И через 20 лет аж получилось грести. Вы представляете? Долговато, конечно, но сбылось.